Димаш Адажио. Реакция. Ребята, привет всем! С вами Орлеана. Ну что ж, продолжаем смотреть выступление Димаша на конкурсе Singer 4 года назад. Так как вы мне постоянно пишете в комментариях свои просьбы, я решила, что буду на них как можно быстрее откликаться. Решила сегодня посмотреть вот эту песню. Мне очень интересно послушать, как исполняет Димаш песню «Адажио» Лары Фабиан, так как я эту песню очень хорошо знаю. Это невероятно сильная песня, но учитывая то, что Димаш просто еще более сильный вокалист, то почему-то мне кажется, что песня «Адажио» будет для него даже достаточно простой. Но посмотрим. Скорее всего, даже если он в оригинале ее поет очень просто, то, скорее всего, мне кажется, он там напридумывал очень классных много интересных вставок, опеваний. Так что теперь это просто будет запредельный уровень вокала. Но я уже к этому готова. Давайте будем смотреть вместе. Итак, погнали. Димаш «Адажио». Я специально, ребят, сейчас остановила. Смотрите, такой момент, да? Если бы он попытался спеть вот эти низкие ноты в голос, то очень может быть как раз, что это уже баритональная тесситура, она бы уже не взялись, эти ноты. Поэтому есть такой прием прекрасный, когда можно просто эти низкие ноты взять и практически проговорить, да? То есть он, да, до этих нот как бы не доходит, певчески он до эти ноты не берет, но он как бы как разговаривает в этот момент. Красивая вибрато. Переход на головной звук, да, на головной голос его. Немножечко как будто бы сбившееся дыхание, но я думаю, может быть, это сделано для того, чтобы передать именно определенные краски и впечатления. Это символизирует, что человек немножко потерян, как будто бы. Либо первое, он сильно волнуется, либо второе, это специально задумано. Причем второе, мне кажется, будет здесь правдивее. Очень красивый перелив сейчас субтона в микст. Причем это такой вот все время, как, знаете, вот на одной грани. То это субтон, то это переход в натяжение звука, да, то есть натяжение звука это уже микст, а когда не натянутый звук, это у нас субтон получается. Очень чувственно. Он совершенно ее иначе поет. Я ее люблю в оригинале. Это потрясающая песня. Это одна из вообще самых лучших песен, наверное, всех времен. Он ее совершенно по-своему трактует. Она не хуже. Вот и что хотела сказать. Она не хуже оригинала. По крайней мере, я сейчас только начало послушала, я уже сделала такой вывод, да. Но начало мне очень нравится. Начало очень цельно звучит и по-своему самобытно. Мне очень нравится вот эта вот, знаете, его такая грань, когда он вроде бы, имея академическую постановку голоса, пользуется ей очень аккуратно, то есть какие-то вот такие базовые моменты он ловит через академический посыл звука, но при этом он не округляется сильно, этот звук, да, и мы слышим в целом эстрадное исполнение, а не оперный вокал в этой песне. Здесь чисто микстовый звук, ребята, да? Здесь опять очень тонкая грань между академом и микстом. Да, вообще классно. То, насколько сильно академическая вокальная школа помогает Димашу петь. Вот
Ребят, я вот честно вам скажу, что не все, ну, я так, не все вокалисты, это прям совсем грубо сказано, да? Очень малый процент вокалистов, которые обучались академическому вокалу, могут так переходить на микстовый звук, могут так пользоваться своим академической постановкой так, чтобы это звучало стильно именно в эстраде. Это потрясающе. А вот здесь сейчас у него уже было больше академа, такой прям самый настоящий. Причем, знаете, вот здесь вот за счет того, что оркестр очень сильно нагнетал, это не слушалось, что это академический звук. Он слушался как мощный микст. Но при этом это было слышно, что это именно академ. Ну, как бы мне было слышно, да, мне именно как педагогу вокала. И потом он снова переходит в такой легкое натяжение, уже ближе к эстрадному. По-своему, рокерский как-то немного даже. Ребят, ну здесь не микс, здесь именно академический посыл звука, у него округленный такой, да. Я не разбираюсь в академическом вокале, в оперном вокале. Я об этом всегда в своих видео говорю, если вдруг там мне попадаются зрители, которые как раз-таки учились академическому вокалу или являются певцами или педагогами, я сюда не лезу, вот честно, я не лезу, я просто слышу отличия, я слышу, что это другая постановка, в которой я совершенно не разбираюсь, но я ее слышу. Вот сейчас он ей пользуется. А вот эта нота была, ребята, сейчас очень опасная. И она уже микстовая. Вот потрясающе просто. Димаш так жонглирует звуками, что совершенно непонятно, когда, в какой момент он вдруг раз и снова перешел в эстрадный звук. Он очень сильно здесь вот в этой фразе даже надо прямо по нотам, по слогам разбирать, где он спел академом, а где он спел микстом, вытянул звук, да. Поэтому давайте я уж не буду так сильно в дебри вот эти уходить, но он очень сильно переливает сейчас звук из одного. Но основа, конечно, у него академическая, то есть он опирается все время на академический посыл, на правильный такой звук. Ну, как бы исторически сложившаяся школа у нас — это академическая оперная школа. Это нота академическая. Если бы, конечно, он спел ее микстом здесь, это бы звучало совершенно по-другому. Вот ничего сказать сейчас не могу, потому что я не знаю, вот насколько эта нота высока вот в этой именно позиции. Потому что в эстрадной позиции она для мужчины она очень высокая, если бы это было микстом. Академическим звуком не знаю. Это надо со специалистом. О май гад! Вот. А вот эти ноты, когда он начинает уже к концу делать, все, просто у меня отваливается челюсть. И у меня еще не было ни одного, ребята, видео с Димашем, где бы у меня не отвалилась реально челюсть. Ну, ни одного. Настолько сильные эмоции, что я не контролирую. Просто восхитительно, это просто невероятно, это incredible. Это неповторимо и так мощно эти микстовые. Вот здесь был микс, ребят, поэтому вот я говорю, когда вот он микс вот такими, когда он поет так натянуто микс, я так начинаю сильно прямо переживать, а когда он продолжает дальше петь спокойно, и я понимаю, что, господи, насколько же он супер профессионален, насколько он супер одарен вообще.
Вообще шикардос. И опять эта фраза, понимаете? И вот я вообще в шоке, да? Вот начал фразу петь в академии, закончил в миксте. Димаш, ну что вот ты вытворяешь? Скажи, пожалуйста. Микст. Это был микст. Вот что называется луженая глотка, да, ребята? Вот она, луженая глотка. Вот отлудили так, что просто, ну... Ну, я не могу, ребята. Ну как вот это анализировать? Когда он просто вот это, потом вот это, вот это, потом вот это. Я просто поражена. Я говорю, ребят, я раньше не думала, что он оказывается настолько близко вот это все. Так можно миксовать две позиции, совершенно, казалось бы, отличительные, где академический вокал, да, и какой эстрадный, совершенно две разные. И как он мощно этим управляет, как оно у него все однородно звучит, беря в академическое, выходит в эстрадную. Это реально, это очень необычно для вокалистов. То есть, если вокалист обучался академическому вокалу, то он только вот в этой как бы ипостаси и существует. И даже если он поет эстрадную песню, она всегда у него звучит немножечко с академическим оттенком. А здесь он миксует, да, слышно академическую школу, но она как бы в стиле. Она здесь не выпирает, она здесь находится как бы в контексте, и ей здесь место. Микст. Вот это вот те ноты, которыми я прям поражаюсь у Димаша. Как он это делает, потрясающе. О май гад! Этот микс меня просто, не знаю, он меня с ума сведет. Димаш, что-то как ты это делаешь просто. Вот. Это невероятно. Это просто бомбично. То, как он невероятно. Просто нет слов. Просто нет слов. Я очень надеюсь, что Димаш делает это не во вред своему здоровью. Я очень на это надеюсь. Потому что у меня ощущение, что, вы знаете, еще одна, вот еще чуть-чуть и все. Еще чуть-чуть и все. Все порвется, понимаете? Вот такое ощущение. Но нет, нет. Димаш выстоял. О май гад. О май. Ну, я реально никогда такого в жизни не слышала, как вот что-то уникальное, невероятное. Это он закончил академической школой, в которой я не разбираюсь, но вот я просто знаю, что такое микс на таких высоких нотах, я знаю, как сильно работает аппарат. Вот, насколько мне известно, высокие ноты в академической школе берутся намного проще. Вот, так что я как всегда в шоке. У меня еще не было ни одной реакции на Димаша, где бы я не была в шоке. Потрясающе. Ребята, вот всегда, когда я заканчиваю свое видео и хочу сказать какое-то заключительное слово, почему-то всегда, я уже это много раз замечала, про Димаша я не могу вообще ничего сказать. У меня после этих нот, после этих его песен, его интерпретаций просто пропадает дар речи. Ну, что я могу сказать? Да, это гениально, да, это неповторимо, да, это... я не могу это объяснить. Вот я могу объяснить это только тем, что, первое, у него генетика оперных певцов, второе, это его невероятное трудолюбие,
то, что он так мощно развивал свой голос с самого раннего детства. Ну, понятное дело, что у него была определенная среда для этого, да. И третье, это то, что он абсолютно бесстрашный человек. Абсолютно бесстрашный. Потому что так просто использовать свой голос, доходить практически до самого края. Вот еще чуть-чуть и пропасть, понимаете? И он не боится доходить до этого края. Края в смысле того, что, ну, вы поняли, да, что чуть-чуть и все, и обрыв. В голосе такое может быть случаться, да, что если чуть-чуть не перераспределить нагрузку, то может быть срыв. И Димаш, я поражаюсь вот этим его качеством. То, к чему, так скажем, он приложил усилия, да, это то, что он трудолюбив и работает над этим. И второе, то, что он не боится это делать. Это невероятно, конечно. Ну, конечно, опять же, всему этому способствует то, что он находится в этой музыкальной среде с самого раннего детства. Он слушает певцов, он слушает классическую музыку, да, родители у него оперные певцы, которые всегда были, он находился в окружении все время этой музыки, этого вокала. И то есть он, можно сказать, на анатомическом уровне уже чувствует вот эти вот все тонкости музыкальные. Это очень круто. Поэтому Димаш — это просто что-то бесподобное. Чудо-вокалист. Вот так вот, ребята. Низкий поклон Димашу, низкий поклон его трудолюбию и таланту. Ну а с вами сегодня была, как всегда, ваша Орлеанна, певица и все еще преподаватель вокала. Все, хорошего дня и до следующего видео на моем канале.